Да. Даже ремень безопасности. На нем же можно без шлема ездить. Обалдеть. Здравствуйте. Друзья, всем привет! С вами Антоха Гараж. Сегодняшнее воскресное утро меня понесло кататься. И это будет необычная прогулка. Я решил покататься на C1 спустя почти год простоя. На самом деле, этот проект был интереснее строить, нежели ездить на нем лично для меня. Так что я принял решение его продать. И если вам будет интересно, вы можете написать мне в WhatsApp по ссылочке в описании. В общем и целом, штука прикольная. Задумывалась она как проект на YouTube, который не состоялся по ряду причин. Надеюсь, что меня нормально слышно. Надо было там и переезжать. Да и в общем и целом до полноценного Ютуба, ведения Ютуба я тогда все-таки не дорос. Сегодня будет кратенький экскурс про то, как попасть к нам в сервис, потому что очень много накипело, если честно, ребята. Я вот тут пока еду, решил прокатиться на мотосафари, а то продам, и так особо и фоточек не останется. Сегодня будет езда, которая нравится моим хейтерам. На мой взгляд, далеко не самая безопасная для мотоцикла, но будем компенсировать это безопасностью самого мотоцикла. Я даже в шлеме. Хотя в шлеме ездить на C1 неудобно. На мой взгляд, самый безопасный стиль езды на мотоцикле — это плюс хотя бы 10 км в час к скорости потока. И не там до 60 км в час, как люди пишут в комментариях, а в целом практически на любой скорости у тебя, да вообще на любой, у тебя больше вероятность быть замеченным, нежели на скорости потока. Потому что я так езжу всю свою осознанную жизнь, а это сильно больше 10 лет. У меня даже официальный стаж уже лет 13, а неофициальный больше. И пока я еще жив, считаю это показателем. Да, безусловно, это может быть ошибка выжившего, но в моем случае так, у меня правда такая. А вот когда я ехал 40 км в час на скутере в правом ряду, прямо вот в потоке, меня сразу же сбили. Было это в 2017 году или 2016, но это не важно. Итак, ребята, важно, очень сейчас вот все, кто хочет попасть к нам в сервис, послушайте, пожалуйста, очень внимательно, потому что, ну, реально бесит. Первое и главное, что я всегда прошу: никогда мне не звонить по телефону, когда у вас не срочный вопрос. Что такое срочный вопрос? Срочный вопрос, вот со срочным вопросом мне клиент звонил вчера. Он прямо едя на мотоцикле по дороге, куда-то выронил ключ, и только, не знаю, где-то на остановке или заправке или где-то понял, что ключ отсутствует и двигатель запустить он больше не может. Вот это срочная ситуация. То есть, когда ты стоишь рядом с мотоциклом, и звонок реально может что-то серьезно изменить. Или вот, допустим, в яму какую-нибудь попал. Ну, просто вот стоишь и не знаешь, что тебе делать прямо сейчас, в ближайшие минуты. В таком случае я всегда пойму, всегда войду в положение, всегда попробую вам чем-то помочь посильным. Дам телефон эвакуатора, там, не знаю, что-нибудь подскажу. Там, у меня много случаев, когда люди звонили и такие: я выехал с заправки, у меня скорости не переключаются на 650-ки. Я им говорю: подножки, датчик, посмотрите. Там объяснил, пару вещей сказал. И люди такие: о, поехала, спасибо, блин. Я думал уже все, там на вариатор попадос и так далее. Такая вот история. То есть, если вы хотите спросить, какое масло вам лить, или там, не знаю, какое давление в шинах качать, или спросить о том, чтобы когда-нибудь сделать ТО, то вы можете очень легко нарваться на грубость. Особенно, когда вы не слышите с первого раза то, что я говорю. Потому что, когда я слышу вопрос, я стараюсь всегда вести себя максимально сдержанно. Те, кто помнит, как я общался с клиентами 5, 6, 7 лет назад, они поймут, о чем я сейчас говорю. То есть я сейчас стал максимально спокойным. Настолько, насколько это вообще возможно для меня лично.
И настолько, насколько я в принципе считаю это приемлемым. Потому что когда начинаешь входить в положение людей больше, они просто начинают садиться тебе на шею и свешивать ноги. Что в мои планы, если честно, не входило, потому что ноги немного мешают нормальной жизни. Абсолютно все несрочные вопросы, какие бы только у вас ни возникали, пусть это будет какой-нибудь вопрос новичка. Ладно, ничего страшного, не стыдно задать вопрос. Стыдно не уважать чужое время. Это самое ценное, что есть у другого человека. И когда вы плюете на все, звоните ему, отвлекаете от работы, отвлекаете от отдыха, я даже не знаю, что хуже, вы проявляете неуважение к его времени. И, естественно, как бы позитива ждать в ответ, ну, не знаю, может, кто-то и достаточно для этого сдержан, но не я. Поэтому еще и потом обижаетесь же вы, когда вам нагрубили или что-то еще. То есть я сказал вам, я выслушал ваш вопрос, сказал вам один раз, напишите мне по этому вопросу в WhatsApp. Но вместо того, чтобы меня послушать и сделать так, как я вас уже лично, персонально попросил, вы начинаете со мной спорить, но у меня же на минутку. И в итоге, вы знаете, когда я пытался идти навстречу таким звонящим, разговор меньше 10 минут обычно не получался. И никакой практической пользы ни для меня, ни в большинстве случаев для клиента, ну, кроме, может быть, какого-то самоуспокоения для него, практически ни разу в этом разговоре не было. То есть вы впустую тратите время, мое и свое. Всегда можно кратко, лаконично сформулировать вопрос и написать его. И как только у меня будет свободная минутка, как только я помою руки и возьму в руки телефон, я всем обязательно отвечу. Да, это может быть не в ближайшие 10 минут, и не в ближайший час, и не в ближайшие 3. И вот еще вот одна, допустим, привычка, которая просто меня заставляет задуматься о вечном. Ребята, когда я прошу вас написать в WhatsApp, не надо мне потом перезванивать, мать вашу, чтобы сказать, что вы написали. Я раньше думал, что такое, ну, можно только в пьяном угаре нафантазировать, но оказывается, многие реально так делают. И чем руководствуются люди, которые отвлекают от работы дважды, хотя ты попросил их уже один раз тебя не отвлекать, мне вообще не ясно. То есть единственное, чего я прошу, я не зазвездился, как считают многие блогеры. Я на самом деле нормально отношусь ко всем, кто нормально относится ко мне. Вот и все. Да, меня многие терпеть не могут, потому что я говорю то, что думаю. И если мне что-то не понравилось вот прям сильно из того, что сказали вы, значит, вы получаете по полной программе. Если с матом, значит с матом. То есть и ничего такого я в этом не вижу. Я просто таким образом отстаиваю свои личные границы. И это психология в чистом виде. И мне почему-то приходится какого-то хрена быть психологом, хотя я механик. И я не раз уже говорил людям и писал в различных чатах, что в обязанности механика вообще не входит уметь общаться с людьми. Это дополнительная функция, которая у меня есть, но только при определенных условиях. Я не держусь за каждого клиента, не стремлюсь заработать всех денег. И, ну, я просто понимаю, что у меня не получится. Я, наконец, дорос до этого мнения. Поэтому, ребята, ну вот как есть. Соответственно, если вы хотите у меня обслужиться, вы пишите мне сообщение в WhatsApp. Я хочу у тебя обслужиться, мотоцикл такой-то, там, не знаю, там, какая-нибудь краткая предыстория, не больше 3 строчек. Пожалуйста, не пишите мне главы романов. Это так тоже бывает. Там люди начинают с того, что я в детстве ездил на Яве, потом у меня был лыж, мы его перебирали с отцом, потом я 30 лет не ездил, а потом я вот захотел купить себе Skyway, увидел твои видео и вот решил позвонить и отвлечь, чтобы меня обматерили. Ребята, это просто смешно. Вот. Мне вообще не интересно, на какой Яве вы ездили. А истории со Skyway'ями я наслушался тысячи. И они все одинаковые для меня. Если вы хотите рассказать какую-то историю, у вас обязательно будет возможность, когда вы ко мне заедете.
И как бы я с радостью ее послушаю между делом, если это не сильно много времени займет. Но, блин, время — это самый ценный ресурс, который у нас есть. А еще один — это нервы. Ну вот, блин, меня остановили доблестные сотрудники. Охренеть. Даже ремень безопасности, знаешь? Да, Даже ремень безопасности. на нем же можно без шлема ездить. Обалдеть. Здравствуйте. Добрый. Ну, он как бы в Европе вообще делался для того, чтобы без шлема ездить. А это ручник как бы или что это такое? Нет, это подножка центральная так работает. Это примерно вот так вот устроено. Подвеска, А может без шлема это не ездить? подвеска опускается и это. Слушай, а в дождь как? Супер? Или не совсем? С боковых заливает, да? Честно, этот мопед чинить было интереснее, чем ездить на нем. Я решил поехать к ребятам пофоткаться. А оно светоприборно снимается, так понимаю? Нет, это капсула безопасности. А задний пассажир должен быть... Задний пассажир — это засада вообще. Ну это стёбно, это прикольно. А еще лучше, знаешь, чтобы на общей страстке сажай его спиной сюда. Он вообще будет. Ремнем своим пристегнем. Не, на самом деле когда-то такие скутеры даже у ДПС были. Их там было что-то штук 7, что ли. А вот этот один из 4 дилерских, проданных официально в России. Обалдеть. Ну такая. Я на мотоцикле спиной водить. Катись, иначе не забывай, понятно. Если честно, я лицом так к водителю боюсь. Ну да, наверное, не каждый. Это должен быть аккуратный водитель и должно быть определенное доверие к нему. А кому попало, блин, такое себе садится. А я в юности девочек катал, не бачку посадил. Я думаю, как им не страшно, блядь. Я забыл. Ладно, удачи. Так, что там? Ну вот, если вы захотите купить себе C1, то позитив на дороге при общении с мотобатом — это ваше. Только я напрочь забыл, о чем говорил. Ах да, как попасть к нам в сервис. В общем, если вы досмотрели до этого места, то у вас есть шанс попасть к нам в сервис. Достаточно просто написать и ждать ответа. Ребята, смотрите, я делю случаи, когда люди ко мне приезжают на срочные и несрочные. Несрочные — это значит примерно то, что я купил скутер или мотоцикл, или там что угодно, не знаю, ну я думаю, что с космическими кораблями вы все-таки не обращаетесь. Хотя, кстати, космический корабль в моих диалогах тоже фигурирует, когда вы не называете, что у вас за техника. Я говорю, что мы космические корабли-то не ремонтируем. Запчастей, потому что на них нету из-за санкций. То есть, если вы купили скутер, можете на нем нормально передвигаться, все у вас в порядке и нету никаких явных проблем, то я ставлю вас в плановую очередь на все посмотреть, обслужить, чтобы дальше как бы вы спокойно катались там еще сезон или 2 или 3 без каких-либо проблем. Я подхожу к ремонту комплексно и стараюсь делать качественно и дорого. Если вам такой подход откликается, то значит окей. Если, соответственно, нет, то есть если вы из тех, кто ищет подешевле, это вам сразу не ко мне. То есть даже не пишите, не тратьте время, ни свое, ни мое. И второй вариант — это сложные случаи. То есть очередь плановая у меня бывает там на полгода вперед, может на несколько месяцев. Я думаю, она будет варьироваться плюс-минус. Естественно, зимой она будет меньше. Но чтобы попасть зимой, записываться надо уже где-нибудь в середине лета, я так чувствую уже сейчас. Значит, а сложный случай — это когда у вас, допустим, какой-нибудь условный Бургман, и у вас накрылся вариатор, допустим. И такие случаи я разруливаю гораздо быстрее. То есть мы работаем сейчас вдвоем, и в основном плановыми ремонтами у меня занимается механик. Только я полностью все диагностирую, решаю все сложные случаи, там, что не крутится, что-то там с запчастями или что-то еще. А механик у меня, соответственно, делает уже работы по списку, которые согласованы с вами, которые там было принято решение делать с каждым конкретным мотоциклом. А я в это время параллельно занимаюсь всем возможным срочником. То есть вам нужен мотоцикл, чтобы ездить, но он у вас по какой-то причине сломался, что-то вот вышло из строя. Это может быть серьезная поломка, может быть несерьезная, какие-нибудь подшипники колеса развалились, я не знаю, колодки кончились.
со сложными, с нестандартными, со срочными поломками я, как правило, нахожу время быстрее. То есть тут многое зависит от вашего запроса. И если такая ситуация случилась, если вы стоите на дороге, то звоните. Если скутер стоит у вас в гараже или мотоцикл, то, соответственно, вы пишете мне сообщением, и мы также что-нибудь придумываем. Потому что, допустим, если мне там звонят условно в субботу вечером, я говорю: да, слушай, если у меня нет вариантов что-нибудь придумать, и я не знаю, как там запланировать на следующую неделю, я говорю: напиши мне там во вторник утром, мы выберем под тебя окошко, и что-нибудь я придумаю. Я постараюсь помочь. То есть я обычный человек, и у меня нету там сервиса с 150 сотрудниками. Но в рамках своих 2 рук, 2 ног и 1 головы, конечно, 1 голова хорошо, а 2 мутант, я всячески стараюсь максимально эти ресурсы, которые мне даны природой, использовать и помогать всем, кому могу. Если кого-то триггерит или не устраивает то, что я сейчас сказал, значит, лес там. То есть я никого у себя не держу, никого к себе насильно не тащу. То есть вы можете там обслуживать свою технику сами, учиться там, можете, не знаю, обслуживаться где-то еще. То есть самое главное, найдите место, где комфортно именно вам. И каждый сервис по-своему хорош, каждый находит именно то, что близко ему. Это абсолютно нормальная история. Чаще всего ко мне приезжают люди, которые не видят других альтернатив. Они готовы и ждать, они готовы идти на какие-то уступки, компромиссы и так далее. Довольно большая часть моих клиентов — это люди, которые попробовали много сервисов, наелись различных проблем так или иначе в разных, и потом попали ко мне. И обычно это уже такие клиенты, которые со мной навсегда, по крайней мере, пока они в мототеме. Поэтому, как есть, ребята. То есть, возможно такое, и я думаю, такое стопудово есть, что есть клиенты, которым по каким-то причинам не понравилось у меня. В частности, кто-то мог столкнуться с каким-то не самым интересным общением с моей стороны. Да, такой грешок есть. Я не идеальный человек, абсолютно. И вы должны это понимать. То есть я, может быть, не спец по общению с людьми. Я очень люблю общаться с людьми. Я очень люблю людей. И я просто обожаю свою работу. То есть мне приносит настоящее удовольствие помогать людям и ремонтировать мотоциклы. Иначе я бы уже давно это все бросил. У меня постоянно возникает желание это бросить, но каждый раз любовь к технике, она перевешивает. Потому что есть куча вещей, как я уже как-то, по-моему, говорил, собственно, в которых можно зарабатывать гораздо больше при меньших усилиях и гораздо более перспективных, потому что сервис — это все-таки сомнительное мероприятие, крайне сомнительное с точки зрения бизнес-модели. Оно прекрасно с точки зрения траты времени, тренировки мозгов на технический лад именно, но, к сожалению, с точки зрения бизнес-модели сервис — это убыточное предприятие, и если бы не какие-нибудь там продажи запчастей, он бы просто работал всегда в минус. Это прям стопудово, в лучшем случае в ноль. Думаю, что на этом пока все. Если будут какие-то еще вопросы, напишите их. Я попробую на них либо в комментариях ответить, либо как-то подробнее раскрыть их еще в каком-нибудь своем видеоролике. Видео получилось у меня, как обычно, затянутое, не очень интересное, но я думаю, что выстоят и досмотрят только те самые люди, которые, в общем-то, и есть мои клиенты. Всем желаю отличного сезона, аккуратной езды, главное беспроблемной, чтобы не ломаться, и самое главное, берегите себя, берегите свое здоровье. Всем удачи, всем пока!